Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Ну а сегодня я расскажу вам, что такое отеки, откуда они берутся, какие есть три главные проблемы и причины, вернее, любых отеков, как их убрать простыми подручными средствами и методиками, объясню, как делать специальные упражнения. И все это сейчас. При этом постараюсь объяснить все это подробно и быстро. Итак, дорогие товарищи, причина отеков не в болезнях почек и сердца, как некоторые думают. Как раз напротив, именно сами причины отеков и вызывают в том числе болезни сердца и почек. А причина отеков в том, что накопление и плохое выведение излишней жидкости из организма происходит из-за накопления солей и токсинов в этих тканях, где образуются данные отеки. В этих местах накопление этих солей и токсичных веществ максимальное. Теперь, что такое отеки? Что есть отеки? Отеки – это накопление жидкости в каких-то местах организма. Жидкость в организме – это что? Это, естественно, вода. Но не просто вода, а вода с растворенными в ней иными какими-то веществами, в основном токсичными. Кровь – это тоже вода с растворенными в ней форменными элементами. Это эритроциты, тромбоциты, лейкоциты крови, а также гормонами, ферментами, питательными веществами, переносимыми кровью во все жизненно важные органы и ткани, если они живые, в каждую клетку организма. Это что такое? Это аминокислоты, липиды, сахара, витамины, жирные кислоты, минералы и так далее. Идем далее. Приносит любую жидкость в ткани только артериальная кровь, которая насыщена кислородом и питательными веществами. А оттекает из клеток любая жидкость по венозной кровеносной системе, то есть венозная кровь как раз с углекислым газом, с некоторыми токсичными соединениями продукта распада клеток. И по лимфатической системе, которая является главной канализацией нашего организма. Значит, если есть отеки, то это есть нарушение оттока крови через сеть вен и лимфатических капилляров и сосудов. Какие же причины есть на то? Об этом мы сейчас и поговорим, я все вам поясню. Но вначале надо понять, а как же осуществляется работа лимфатической системы и частично движение венозной крови по сосудам? А отток через лимфатическую систему осуществляется работой мышц и диафрагмой. Этот механизм я подробно поясняю в своей лекции, которую я порекомендую вам чуть ниже. А отток венозной крови, конечно же, осуществляется работой сердца, сердечной мышцы, и мышцами нашего тела другими тоже, да как дополнение. Да, разумеется, токсические вещества выходят наружу из нашего организма с потом через кожу, из кишечника с калом и из мочевого пузыря с мочой, а также через легкие с дыханием. Об этом тоже нужно было вам упомянуть. Далее. Вот почему спортсмены, пока они занимаются спортом, выглядят хорошо и выглядят здоровыми, так как у них организм относительно хорошо очищается, то есть все их выделительные системы работают активно из-за качественного и регулярного сокращения разных групп мышц и тренированного сердца и вообще всей сердечно-сосудистой системы. Смотрите по этому поводу мою лекцию «Кровеносная и кровотворная системы нашего организма». Запомните, причины нарушения оттока жидкости могут вызывать проблемы и почек, и сердца, но сами отеки не есть показатель обязательных проблем с почками и сердцем. Конечно же, есть такие болезни почек, при которых фильтрация крови и выведение жидкости с мочой нарушены, затруднены, но это отдельная тема. Смотрите мою лекцию «Вода, лимфа, почки». Там очень важные знания по лимфатической системе, работы почек, по воде в целом. Итак, мы приходим к тому, что существует три главные причины отеков, и о них сейчас я вам расскажу. Первая причина – это накопление шлаков и неорганических солей в мягких тканях, там, где и есть отеки. Начинается это накопление там, где хуже всего происходит циркуляция крови и отток лимфы. Накопившиеся соли на себя тянут воду, по закону осмоса, чтобы снизить концентрацию, раствориться в воде. Но другое дело, как вывести эту токсичную жидкость и почему этот процесс может быть затруднен. Часто начинается все со стоп ног и голени, но это из-за гравитации, то есть чем ближе к земле находится часть тела, тем труднее в них осуществляется в этих частях тела циркуляция крови и лимфы, и тем быстрее могут возникать и развиваться застойные явления, это же логично. С течением времени эти явления переходят в хронические, застойные формы.
Важно понимать, что движение молекул, питательных веществ в жидкостях, в клетке, неважно, идет по градиенту pH, а не по закону осмоса. То есть от кислой среды в сторону щелочной среды. Кстати, это мало кто из врачей понимает, а только биохимики некоторые от своих академических знаний, у кого они есть, и некоторые реаниматологи просто из своего практического большого опыта, у кого он тоже, соответственно, имеется. Так вот, чтобы снять отеки, надо создать на поверхности кожи вокруг отечной зоны, например, ноги, щелочную среду. Поэтому надо взять 1,5-2 чайные ложки пищевой обычной, не просроченной, только соды, на стакан кипятка, то есть залить кипятком крутым, перемешивать ложкой, пока не перестанут выходить пузырики углекислого газа. Тогда произойдет полное гашение соды. Внимание! Только в кипятке из солей натрия, то есть гидрокарбоната натрия, то есть из соды, образуется нужная нам щелочь. Тогда уйдет углекислый газ из воды и останется натрий OH, то есть именно сама щелочь. Кстати, только так нужно готовить соду и для питья, имейте это в виду. Далее, надо намочить этим раствором хлопчатобумажную ткань или носки, носок, надеть на ногу, если нога, то обмотать ногу, если тканью, если вы используете ткань, конечно. Сверху надеть полиэтиленовый пакет или пергаментную бумагу, как я рекомендую это делать с мухоморной или строчковыми настойками при лечении суставов. Затем еще надеть сверху сухой носок или намотать сухую ткань, зафиксировать вот этот содовый компресс. И такая повязка нужна в течение всей ночи. Нужна сохраняющаяся в компрессе чуть влажная среда на данном участке кожи в течение всей ночи, 5-6 часов хотя бы подряд. Таким образом, делайте ежедневные компрессы в течение месяца, затем нужно сделать перерыв неделю и так далее, до полного прекращения отеков, плюс 2 недели для закрепления результата. Бывает, что уже с первого применения, буквально на утро, не остается и следа от отека, если у человека не запущенный, скажем так, срок отечного состояния его болезни. Содовые ванны, кстати, тоже очень полезны, как дополнительные меры, но о них я расскажу в другой своей передаче, поэтому кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь обязательно и ставьте колокольчик при подписке для напоминания о выходе моих новых видео. Вторая причина – это недостаточная активность, амплитуда сокращений и зашлакованность икроножных мышц. Нарушение оттока лимфы и жидкости от ног происходит в основном из-за работы икроножных мышц. Я напомню, лимфатическая система идет от кончиков пальцев ног и выше за счет работы разных групп мышц, но в первую очередь икроножных. Это как бы сердце для лимфатической системы. Поэтому застой надо снимать специальными и очень простыми упражнениями на икроножные мышцы, так как они, эти мышцы, и есть насосы для передвижения снизу вверх лимфы, то есть в нижних конечностях. С верхними конечностями, как правило, проблем не бывает, если, конечно, нет излишнего веса, отсутствия движений и если человек не лежачий. Теперь, растяжка икроножных мышц. Это очень простое упражнение. Как делать? Ставим стопу к стенке таким образом, что пятку ставим упором на пол, носок плотно прижимаем к стене, а стопу настолько, насколько получается, прижимаем к стене, но без излишних усилий. Вы почувствуете напряжение икроножных мышц. Далее телом пытаемся немного ближе приблизиться к стене, при этом добиваясь стойкого чувства легкого напряжения икроножных мышц. От раза к разу можно незначительно увеличивать усилие. Таким образом, растягивать, расслаблять икроножную мышцу, мышцы голени можно утром 1 минуту, не более, чтобы не нарушить синхронность и адекватность работы нервной системы с опорно-двигательной системой на несколько часов. А вот вечером надо сделать такое упражнение в течение 2 минут перед сном. Это упражнение надо ввести в привычку и делать желательно постоянно, ежедневно, всегда. Разумеется, для активной и здоровой жизни нужна нагрузка на все группы мышц, но это, я надеюсь, понятно. Такая статическая растяжка позволит нормализовать, улучшить работу лимфы в нижних конечностях и снять отеки. Третья причина – это отсутствие или недостаточная работа диафрагмы, отсутствие дыхания диафрагмы.
Итак, лимфатический отток, как я уже говорил, осуществляется за счет работы мышц, в том числе икроножных, но и за счет диафрагмы. Таким образом, второй механизм лимфатического оттока – это присасывающее действие диафрагмы. Ночью мышцы не работают, как известно, они отдыхают и должны быть расслаблены. Если у человека избыток солей, токсинов, шлаков, есть воспаление, грибковые инфекции, паразиты, которые тоже дают дополнительные токсины и частично парализуют или затрудняют работу лимфы, то лимфа не справляется с выведением токсичной жидкости из организма, и утром люди видят отеки. Вот как это происходит. И тут на помощь приходят те самые упражнения на диафрагму, которые я сейчас расскажу. И потому необходимо ввести в привычку дышать диафрагмой тоже, а не только грудью. Диафрагма должна дышать, то есть должна двигаться. Толстый живот, брюшной такой и висцеральный жир, они мешают этому. Оттого происходит усугубление застоя лимфы, особенно у полных людей. То есть, если человек полностью перешел на грудной тип дыхания, у него возникают отеки из-за нарушения оттока лимфы, понимаете? Надо восстановить работу диафрагмы. Что же делать? Очень просто. Утром и вечером надо по 10 минут утром и 10 минут вечером. Можно с отдыхом, кому трудно сразу 10 минут подряд. Необходимо делать упражнения на диафрагму, то есть дышать животом. Как это делать? Очень просто. Надо лечь на спину, на кровать или диван, положить одну руку, ладонь, на грудь. Для контроля отсутствия дыхания грудью. Грудь не должна двигаться. Вторую руку, ладонь, положить на живот и на вдохе следить за рукой. Рука поднимается с животом, останавливается и на пике вдоха задерживаем дыхание на 5 секунд. Затем плавный выдох, живот с рукой идет вниз. Таким образом нужно проводить это упражнение каждый вечер, хорошо бы и каждое утро, лежа в кровати. Очень просто, легко, непринужденно. Совместив эти два упражнения с икроножными мышцами и диафрагмой, мы получим быстрый и стойкий результат. А теперь в заключение, что я вам хочу сказать. Я надеюсь, что данное видео вам понравилось, что вы получили очень важные советы, что данная рубрика быстрая, удобная, простая, но информативная вам подходит. На этом все. Я с вами прощаюсь. Крепкого вам здоровья, здравомыслия и до новых скорых встреч. Всего хорошего.